Mr. President, можно вопрос? Только если недолго, мне надо отдохнуть. Я только что на словах сделал для всего мира больше, чем Байден и Обама на деле, чтобы закончилась эта жестокая война, которая вообще не должна была начаться. Я позвонил президенту России, который вообще не должен был родиться, и одним телефонным звонком я сделал так, что сам Джордж Вашингтон на картине в овальном кабинете мне аплодировал стоя, хоть он и висел. Прошу вас. Мистер Президент, скажите, в ходе вашего телефонного разговора с Путиным удалось ли вам договориться о прекращении огня? Давайте начнем с того, что это был восхитительный разговор. Это был восхитительный разговор. Я давно так восхитительно ни с кем не общался. Целых 2 часа сплошного восхищения. Это восхитительно. Сказать, что я был восхищен этим восхитительным разговором, это ничего не сказать. Поэтому я особо ничего и не сказал, чтобы не нарушать всю восхитительность этой беседы. Так вы с ним говорили о прекращении огня? Если честно, я планировал поднимать эту тему в нашем телефонном разговоре, но потом подумал, зачем такую восхитительную и приятную беседу портить какими-то скучными вопросами о прекращении огня. Мы решили, что это ни к чему, и продолжили просто восхищаться друг другом. То есть в вашем разговоре ни о каком прекращении речи так и не шло? Ну почему же? Мне кажется, в какой-то момент я все-таки просил Путина прекратить. Да, я просил. Скажу больше, я настаивал, чтобы он немедленно прекратил делать мне такие чертовски правдивые комплименты. Потому что еще бы парочку таких комплиментов, и я бы уже подумывал не о введении новых санкций, а об отмене старых. Для Путина это было бы восхитительно. Или, как бы он сказал, восхуитительно. Ну, то есть все-таки вы пригрозили Путину санкциями? Конечно, я ему так и сказал, если не будет мирного урегулирования, вы больше никогда не увидите наших санкций. Как по мне, это очень понятная и убедительная угроза. Скажу больше, за это время, пока я это все говорил, Путин молчал. И делал он это очень уважительно. Меня в жизни еще никто так молча не уважал. А это о чем-то говорит. Кстати, он не только уважительно молчал, но иногда еще и вежливо покашливал. Наши специалисты расшифровали его кашель через азбуку Морзе и сообщили, что таким образом Путин передает нам слово из 3 букв. И мне очень хочется верить, что это слово «мир». Получается, вы говорили о мире? Получается, выходит, что да. Я сказал «мир», Путин тоже сказал «мир», а потом мы оба согласились, что «мир» — это прекрасное слово, и о нем надо говорить как можно чаще. Мы даже договорились как-нибудь еще раз созвониться, чтобы снова поговорить о мире в рамках нашей очередной восхитительной беседы. То есть, исходя из ваших слов, Путин все-таки согласен на прекращение огня? Я такого не говорил. Я сказал, что скорее думаю, что Путину нужен мир, и желательно такой мир, в котором огонь не прекращается никогда. Поэтому ради мира он готов его продолжать. Это такой себе агрессивный мир или очень миролюбивая агрессия, как вам угодно. Но если огонь будет продолжаться, как же тогда наступит мир? Я об этом пока не думал, но Путин меня заверил, что все будет хорошо. Хорошо для кого? Это не важно. Важно, что хорошо. А если не будет хорошо, тогда Америка выйдет из мирных переговоров, и тогда всем будет нехорошо. Вспомните, когда я шел в президенты, я сказал, что выйду из этих переговоров за 24 часа. Я дал Путину все, что он хотел, и за это я смог убедить его немедленно начать мирные переговоры. Так переговоры в Стамбуле еще неделю назад
назад начались. Видите, им для этого понадобилась целая неделя, а мне было достаточно 5 минут, чтобы решить этот вопрос. Насколько сильна моя сила убеждения. В такие моменты мне кажется, что я и есть решение мирового конфликта. Что эта несчастная планета на самом деле жива не благодаря Солнцу, а благодаря мне. Получается, вы проговорили с Путиным 2 часа и ни о чем не договорились. Почему же договорились? Мы договорились и дальше договариваться. А это, согласитесь, уже прогресс. Простите, а в чем прогресс? Вы же этим телефонным звонком ничего не достигли. Послушайте, не достичь ничего – это тоже достижение. Особенно если ты Дональд Трамп. Хотя почему ты Дональд Трамп? Дональд Трамп я. Все, извините, меня ждут важные дела. Как говорят, гольф сам в себя не поиграет.